Приходилось ли вам встречать самовлюбленных людей, которые все время до неприличия говорят о своих успехах, достижениях, или руководителей, в том числе и дирижеров, которые всем рассказывают, что именно они придумали велосипед. Все началось именно с их появления на свет Божий. Ничего и никого не было, и вот он, патриарх нового начала. Они никогда не вспомнят о великих предшественниках, которые трудились до них, и в чей труд они вошли на все готовенькое. Дело в том, что если не хватит ума и так себя вести, можно создать себе при жизни и памятник. Но запомните, когда такие люди умирают, о них вообще никто не вспоминает, потому что этот человек нарушил божественный принцип. Тут функционирует такой закон. Когда делишь свою славу с другими на сцене или в служении, ты делишь эту славу с Господом, который живет в этих людях. А если тянешь все одеяло на себя, любимого, кусая всех вокруг, ты воруешь, голубчик, чужое. То, что тебе не принадлежит, а присвоение себе чужого может разрушить жизнь, как проклятие. И человек даже может лишиться разума. Что губит таких людей? Интуитивно они понимают, что переступили черту. Но так как они в положении царя, то идут на следующие преступления. Уничтожают всех потенциальных претендентов, умных и творческих. Этот феномен называется синдром царя Саула. Их побаиваются с настороженностью, потому что никогда не знаешь, на что они способны, что могут предпринимать ради сохранения своего седла. Господь отдаляется от них, как от Саула, отнимает видение, мудрость, разум. И такие люди становятся агрессивными, начинают бить самых преданных товарищей по службе. И сами, не понимая того, сажают на свое седло тех, которые и подпишут им самим приговор, заявление об уходе. Вместо талантливых, одаренных людей, имеющих видение на дальнюю перспективу, которые приносят успех, генерируют творческие идеи, ведут коллектив к развитию, они окружают себя бездарными людьми, советниками, умельцами расходовать бюджет ниже себя по интеллекту, для которых круглое катай, квадратное толкай, на чьем фоне можно выглядеть умным человеком. Да, у них красивый галстук и бородка, как у философа, но эти люди исполняют обязанности господина, который к их несчастью посадил на свою лошадь. Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих, подобно рабам, пешком. Падение многих великих так и происходит. Никому не доверяют, никого не делегируют, начинают вникать во все мелочи, все делают сами, а безинициативное окружение, коллективный разум бездарностей, которыми окружили себя, направляют эту большую рыбу, которая мечтает о большом плавании с большими амбициями, в маленькую речушечку, где некуда развернуться. Это смертельная ловушка, подписание собственного приговора, трагический финал большого человека, которого Господь лишил мудрости. Я знаю много примеров, когда в хор пришел молодой дирижер и стал командовать парадом. И вместо уважения к старику, к уважаемому человеку, который нес служение всю жизнь, имеет огромный жизненный опыт, мог бы пригодиться и стать лучшим помощником, делать всю черную и кропотливую работу за него. Он полностью отказывается
от такого сотрудничества и даже не допускает более к хору. Были случаи, когда эти почтенные люди на старости лет от такого предательства со стороны коллектива и неуважительного отношения очень быстро умирали в одиночестве. Что самое удивительное, те, которые подло поступили со своими предшественниками, при каких-то загадочных обстоятельствах, семейных, социальных, по состоянию здоровья, долго не продержались на посту, не имели успеха, или с ними поступили так же. Поминайте наставников ваших звучит как повеление от Господа. Говорите доброе о тех, которые руководили оркестром или хором. Благословляйте их семьи, уважайте их детей и внуков. Проводите творческие вечера в память о них. Написано, в вечной памяти будет праведник. А если есть человек, который еще при жизни доверил вам самое дорогое, оказывайте ему двойную честь, делайте все, чтобы получить благословение, чтобы ваш предшественник, который накопил много профессионального и жизненного опыта, богатства на небесах, сам с радостью передал вам все это наследие. Только так будешь иметь успех во всем. Даже если ты суперспециалист, артист больших и малых, молодой лев, хозяин-барин. Что вы хотите? Получить 100% прибыль, работать на свое имя и заработать 100 тысяч в год? Или довольствоваться малым? Иметь только 5% от всего. Делить успех и славу с другими уважаемыми людьми. И заработать 1 миллион. Это вам решать. Дай вам Господь мудрости и успеха во всем.